В конце прошлой недели Геббельс ТВ выкатила очередной приключенческий боевик с Григорием Озаренком в главной роли. Премьеру анонсировал сам верховный самодержец со сцены Дворца Республики. Как водится, слова нелегитимного немного разошлись с тем, что зрители увидели на экране. По сюжету этой занимательной постановки ядерные радикалы намеревались захватить Гришу, обездвижить, вывести в глухой лес и отрезать ему язык. Руководил этой брутальной операцией некий куратор из Германии. К сожалению, зрители так и не увидели впечатляющих навыков кунг-фу Озаренка, хотя Лукашенко чуть ли не божился, что его верный пропагандист самоотверженно раскидал всех упырей, прямо как молодой Джеки Чан. Однако на кадрах феерической спецоперации КГБ по поимке злобных террористов мы увидели, что Гриша лишь вяло отмахнулся от нападавших, которые едва успели до него дойти, прежде чем на них со всех сторон бросились люди в штатском. Судя по всему, блокбастер снимался в большой спешке, поэтому о том, чтобы придать всему этому действу хотя бы видимость правдоподобности, никто не заморачивался. Лукашенко объявил, что все происходило ночью 1 июля, а на кадрах с места событий белый день. Жители улицы Слободской, где происходил весь этот перформанс, рассказали, что перед съемками на крыше одной из многоэтажек появилась камера наблюдения, а после того, как Гришу героически отбили у радикалов, она исчезла. К слову, в роли захватчиков выступили некий радикал Соснова и его неназванный подельник. Видимо, в больном воображении создателей этого артхауса белорусские экстремисты настолько суровы или настолько идиоты, что бегают по улицам с оружием в кобуре. Впрочем, если речь идет об экстремистах с погонами, вопрос об их умственных способностях снимается. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к сценаристам из КГБ. В ваших засекреченных архивах есть немало реальных сюжетов. Выдумывать там ничего не придется. Покажите, как ваш любимый руководитель и его шайка убийц расправлялись с Гончаром, Захаренко, Завадским и всеми теми, по ком Беларусь всегда будет скорбить. Белорусы ведь не идиоты, за которых вы нас держите, а правду с вашим или без вашего участия мы все равно узнаем. Еще одно независимое СМИ лишилось легального статуса в Беларуси вслед за популярным порталом Тутбай и рядом других медиа, которые честно освещают события в стране, настала очередь Еврорадио. Доступ к сайту ресурсов в Беларуси был ограничен еще в прошлом году, тогда же корреспондентов лишили аккредитации. Однако у СМИ оставался свой корреспондентский пункт в Минске, теперь закрытый он. Отметим, что основанное в Варшаве Европейское радио для Беларуси открыло свой корпункт в нашей стране 12 лет назад. Благодаря этому журналисты могли работать официально, получать аккредитацию, находиться в местах, где она требуется, например, на мероприятиях в госструктурах. Ответом на происходящее стало включение Лукашенко в список врагов свободы прессы. Такой рейтинг раз в 5 лет составляет международная организация «Репортеры без границ». В него попадают политики, оказывающие давление на журналистов в своих странах. Компанию нелегитимному в списке составили лидеры Северной Кореи, Туркменистана и России. Право в этой стране закончилось. Так, задержанная после своего выступления на вручении дипломов выпускница БГУ Екатерина Винникова прокомментировала происходящее с ней в ВВС. Человек, который пересекался с ней за решеткой, рассказал детали содержания Екатерины. Первый протокол был на нее составлен за неповиновение. Сотрудники милиции утверждают, что в 18:00 девушка отказалась предъявлять им паспорт, хотя она к этому времени уже 5 часов находилась в РУВД. 3 часа из них она стояла в клетке 1 на 3 метра с 2 бомжами. ВВС зачем-то забрали все матрасы, в том числе и у неполитических. В камерах по ночам очень холодно и постоянно горит свет, а в качестве пыток надзиратели несколько раз подряд на полную громкость включали весь репертуар Тима Белорусских. Передачи передают только на выходе с суток, а в камеру подселяют бомжей. Напомню, что Екатерину Винникову осудили на 15 суток ареста за то, что девушка во время выступления на выпускном поблагодарила политзаключенного Максима Знака и других уволенных по политическим причинам преподавателей. По словам девушки, она не ожидала, что эта история получит такую широкую огласку и что за такое могут посадить. В свою очередь, белорусы в соцсетях массово выражают слова поддержки Екатерине, а художница Ольга Якубовская и вовсе посвятила ей картину, прокомментировав это так: «Катюша, тобой гордится Беларусь». Режим продолжает пытки и издевательства над своими беззащитными заложниками. Сегодня стало известно, что председателя партии БНФ, 64-летнего Григория Костусева, с отеками и проблемами с сердцем доставили из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарке. Об этой ситуации сообщила дочь политика, которая узнала о происходящем, когда у нее не приняли передачу для отца. Подробности о состоянии Григория Андреевича пока неизвестны. Напомним, что лидера БНФ задержали 12 апреля в его доме в Шклове. Мужчину обвинили в сговоре
заговоре с целью захвата государственной власти. Это произошло после того, как он принял участие в Zoom-конференции, на которой якобы обсуждались варианты осуществления госпереворота в Беларуси. При этом сами участники конференции утверждают, что их беседы носили чисто теоретический дискуссионный характер. Помимо Кустусева на американке также находится политолог Александр Федута и юрист из США Юрий Зинкович. Их обоих спецслужбы задержали в Москве и вывезли в Беларусь. Известно, что Кустусева возмутили сюжеты на гостелевидении, где он якобы признает свою вину. Вместе с тем, дело о госперевороте, по которому фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы, в настоящее время находится в подвешенном состоянии. Никаких следственных действий по нему не проводится. Что неудивительно, ведь режим успел переключиться на новые сюжеты, в разы превосходящие 150 джипов из Литвы по градусу маразма. Офис Тихановской получил у Литвы дипломатический статус. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергес на брифинге с народным лидером Беларуси. Признание ее офиса официальным означает, что таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима, а белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС. Светлана Тихановская поблагодарила Литву за поддержку и подчеркнула, что Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. Более того, офис народного лидера ведет переговоры об открытии своих представительств в разных странах. Их целью будет оказание белорусам юридической помощи, нарабатывание торгово-экономических контактов, а также информирование международного сообщества о ситуации в нашей стране. В рамках недели белорусской культуры наши соотечественники, живущие в Турции, Нидерландах и Германии, организовали на выходных купальский перформанс. Люди пели песни и водили хороводы. Не забыли участники акции о тех, кому в борьбе за нашу с вами свободу повезло меньше. К созданному ранее альтернативному посольству в Берлине они принесли венки и украсили ими портреты политзаключенных. Напомним, сегодня стартовала неделя белорусской культуры. Каждый день, как за границей, так и в нашей стране, будут проходить различные концерты, спектакли, художественные выставки и показы белорусского кино. Организаторы мероприятия «Белорусская рада культуры» приглашает всех белорусов присоединиться к проведению культурной недели, и начать можно с прочтения стихотворения Янки Купалы «А кто там и где?» и опубликовать видео с хэштегом «ByCulture». Принять участие в мероприятии можно также, возложив цветы к памятникам белорусских деятелей культуры. Более подробную информацию об этом можно найти в телеграм-канале «Белорусской рады культуры». Ссылку на него мы оставим в описании к этому видео. На этой культурной ноте я прощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайк для продвижения этого видео. До встречи завтра и живе Беларусь!